Если меня спросить, понравилось ли мне на Берне, Это Burning Man 2024, и он официально закончен. И именно так я решил начать свое видео, потому что именно так ты понимаешь, что такое Burn, где ты был, и где начать заранее, прям с первого, с чистого листа. Это как начать новую жизнь в новой стране. Потому что здесь реально ты раскрываешься, ты от чего-то отказываешься, ты что-то приобретаешь и начинаешь какой-то свой новый этап в жизни. Может быть, это звучит сильно громко, но частично оно так и есть. когда-то, очень давно, я узнал про такие крутые дома, которые передвигаются на колесах, которые, собственно говоря, сейчас здесь за мной. И буквально до сегодняшнего дня эта мечта была мечтой. Сегодня я забираю один из таких домов. Место, где я забираю, называется Cruise America. Это очень крупная сеть. У них разные дома, вот таких больших, маленькие. Мы берем самый большой на 4-5 человек, такой, до 7 мест он вообще рассчитан. Вот. И отправляемся в путь. Эта игрушка отвезет меня на Burning Man, где я проведу 10 дней, в которой я буду жить и жить. Возможно, монтировать и что-то еще делать. Поэтому отправляемся туда, и это новая история. Довольные и воодушевленные лица на экране – это Игорь и Вова. И если вы не слышите наш разговор, то все потому, что один из моих факапов – это несколько кадров, снятые без звука. Но к ребятам мы вернемся позже, так как случайная встреча оказалась тем, что мы из одного кемпа. А двойной туз на этой истории – мы все одесситы. Если будете планировать путешествие по Америке там, на обычной машине, то на колесах, тем более, я все же советую рассматривать маршрут, который проходит через US, потому что у вас есть возможность больше увидеть интересных таких мест, которых вы нигде не увидите, потому что этого не увидите там, в интернете, в гугле, там, не знаю, у блогеров, потому что мало кто ездит таким метро, поэтому берите себе на этот момент заметочку и путешествуйте в 2 раза лучше, чем это могло бы быть. Ощущение, как будто ты едешь просто по долине смерти, потому что здесь маленький отрезочек, который просто вот ничего нету, вот просто ничего нету, ты едешь, здесь сильный очень ветер, я надеюсь, меня слышно хорошо, вот, но я не мог не остановиться, чтобы не сделать пару кадров с дрона, и просто вообще ничего не почувствовать, кроме себя, ветра и все, больше ничего. Конечно, очень классно. Очень прикольно на самом деле, особенно в таком доме, очень. US-ка — это хайвей. В отличие от Интерстейта, главной автомагистрали Америки,
Здесь часто дорога проходит через города и села, и лимит по скорости также очень часто меняется. Пробка, которую вы сейчас видите, была в 70 милях от въезда на территорию фестиваля, и на какой-то момент мне стало страшно от увиденного. Но в итоге оказалось, что всему виной грузовик, который перевернулся и перекрыл дорогу, но спустя минут 40 все участники рванули дальше. И вот тот долгожданный момент, когда ты въезжаешь на территорию и тебя сразу же окутывает буря. Тут я снова вещаю, не записав звук о своих эмоциях, которые испытывал в процессе движения, и скажу честно, они были восхитительные. Что не скажешь про пробку, которая образовалась уже на самом въезде. На все это дело до финального момента въезда к лагерю у меня ушло порядка 5 часов. Но все же, что такое Burning Man? Это город в невероятной пустыне вокруг гор, в которой 50% общего времени занимает пыль, занимают ураган из пыли. Это огромная буря, которая тебя накрывает, и в которой ты должен существовать. И где бы ты ни спрятался, пыль все равно есть. То есть пыль — это твой второй друг на вот эту вот неделю. Не пропитаться этой пылью просто невозможно. Как бы вы ни заклеивали окна в машинах, как бы вы там ни защищались, пыль все равно пройдет. Всю неделю, несмотря на то, что мы жили в Орви, несмотря на то, что благодаря кемпу Миста, в котором я был, у нас каждый день была чистая вода, слив воды, у нас каждый день был душ в Орви, само собой, было электричество. То есть, в принципе, у нашего кемпа было отличное существование даже с интернетом. Ну, который, конечно, работал с перебоями, но без этого никак. Burning Man для каждого проявляется по-разному. В моем случае, так как я особо не тусил, не пил, да, я очень много снимал. И мое утро начиналось порядка 6 утра, заканчивалось, возможно, даже ночью. То есть я там приходил просто днем, когда было дико-дико-дико жарко, отдыхал и дальше ехал снимать. Кто-то ночью просто постоянно гулял, кто-то вообще гулял без перерыва, кто-то не гулял, а ходил на какие-то секции, на какие-то кружки, ходил на массажи, ездил на арт-карах. То есть этот город, как бы если так взять общее понимание, этот город создан так, что здесь есть все, что нужно человеку. Это карта, которая очень сильно выручает. Это приложение, которое называется iBurn. И здесь невозможно не потеряться. Невозможно не потеряться. Короче, и в ней невозможно потеряться, потому что вы указываете свой дом, где вы живете, в каком кемпе, либо в палатке, то есть указываете свою улицу. Здесь улицы расположены следующим образом. Все, что идет перпендикулярно Плае, а Плая — это там, то, где мы сейчас стоим, это место, где стоят арт-кары, где происходят тусы. Вот. Они идут от 2 часов как бы по времени до 10. То есть это как бы такой полукруг. Все, что расположено параллельно, это название как бы улиц. То есть на углу каждой из них это помечено. Где-то, кстати, это помечено не очень, и можно немножко заблудиться, но опять же, имея вот это приложение, вы всегда можете себя найти. Значит, Black Rock City — это место, в котором проводится Burning Man. Оно настолько своеобразное и неповторимое, что здесь даже есть свой паспорт. Паспорт Бернера, который вы можете получить
Просто придя по месту, собственно говоря, также здесь, на центральной аллее, оставить небольшую очередь, вам вручат паспорт Бернера, и все, у вас есть новый паспорт. И сейчас я его себе попробую сделать. Questions that you can fill out to kind of personalize it to you. Once you're done filling out the questions, you'll head over to that table where they printed out your photo. They'll put the photo on, give you your first stamp, and then around the playa we have over 150 participating camps this year. Most of them should have a poster hanging up that looks like this. Otherwise, there is a full list of the participating camps inside. And we do have a prize. They'll tell you more about the different ways that you can go about getting that over there. So here you are. Thanks for stopping by. Thank you. Значит, надо заполнить вот такие вот, ответить на пару вопросов, и потом тебе сделать печать. Yep. Hey. All right, come on down. That is really cool in the back. Ah, thank you. All right, 3, 2, 1. Does that do a video? Yes. Okay, here we go. You ready? Yep. Okay. This is official government ID. Try it on an airplane. Thank you. And your first stamp. That's you. All right, come here. Enjoy your journey. Thank you. Я получил свой новый паспорт. Жалко, что его нельзя нигде использовать, кроме Black Rock City и Берна. Вот, тем не менее, это очень прикольное такое напоминание о том, что ты был, потому что ты не знаешь, будешь ли ты тут в следующий раз, либо через год, либо через 5 лет. Вот, но все, теперь у меня есть второй паспорт. Арт-объекты, которые есть подвижные, есть неподвижные. Это инсталляции, это арт-кары, это сцены, на которых проходят вечеринки. И это тоже вообще отдельная история. Can you explain how you find this idea for this card? All right, so the first time we went on the playa with my children when she was 10 years old, and we saw all the art cars, and they were magnificent and beautiful and imaginative, and I said, I'm gonna make myself one of those. And then we started bouncing around ideas as a family, and the girl said, Mom, you should make an Om. And the Om is a creature, legendary creature from 1986 Miyazaki movie called Nausicaa of the Valley of the Wind. So I made an Om, and the Om served its duty for about 3 years. And then I scrapped the Om and I made Abu, the horsefly from the same movie. Wow, okay. So that's how it came about. Started building in 2018. So it's a continuous building for 6 years now. Wow. It's building and rebuilding and improving and changing and making new. And every burn is your new car, new design, yeah? Almost. Like this one has been to the burn twice in the same iteration, yeah. Okay. This is Abu the horsefly from Nausicaa Valley of the Wind, and it runs on electric, and at night it lights up, and then you can press the hands here and change the patterns, the colors of the lights, and yeah, that's it. And you have a music, yeah? There's some music, yeah. We have a little Bluetooth connection. If you want to sit and play music, just connect to the Bluetooth. And yeah. So each one can join for you and driving in the playa, yeah? Yeah, exactly. Nice. И с некоторыми людьми, которые держат арт-объекты, арт-кары, а также те люди, знаменитости, которые я повстречал, которые приходили к нам в лагерь. Я с ними с легкостью познакомился, пообщался. Это очень классные люди. У всех одна цель — это просто понять, что такое Burning Man, если кто-то едет в первый раз, как и я. Либо люди, уже приезжающие сюда постоянно, они просто кайфуют от этого, потому что, в принципе, вот ты, попадая сюда, ты понимаешь, что ти хочеш туди вернутися. Ви їхали, знали, що таке Burning Man, так? Ми приблизно знали, але насправді
доки ти не побачиш це на власні очі, це неможливо. Поки ти сюди не попадеш. Ми готувалися, ми дивилися якісь там відео в Ютубі, але дещо спрацювало, але багато чого ні. Це треба відчути. Да, всі казали, що Бьорн змінює тебе, і це так, це дійсно так. Ми повернемось додому зовсім іншими, це точно, 100%. Тепер ми краще. Тепер ще краще. І так нічого, а тепер ще краще стало. Вот скажи, ощущение, с которым ты ехал сюда, и вот прожив неделю, что изменилось? Вот что прибавилось? Слушай, ну, во-первых, я не знаю, что изменилось, потому что надо вернуться, да, то есть тут тебе все кажется уже естественным, ты ко всему привык, и нужно вернуться в обычную жизнь, чтобы понять, что изменилось. Ехал я сюда, у меня не было каких-то особых ожиданий, потому что я не совсем про музыку, я не совсем про какие-то вот эту вот магию, волшебство и все остальное, но поскольку, ну, я архитектор, занимаюсь всякими и журналист, занимаюсь всякими подобными историями. Мне было интересно посмотреть, как в пустыне, буквально в какой-то совершенно непригодной для жизни точке может возникнуть город на 80 тысяч человек, и при этом этот город совершенно нормально функционирует. Потому что, ну, построить какой-то идеальный город, много лет все мечтали об этом, постоянно писали, город солнца и все эти утопии. Но когда человек пытался реально что-то это организовать, все равно это не получалось по разным причинам. Здесь получилось, правда, все на неделю. Это важный момент, то есть, ну, как минимум, Burning Man доказывает, что в течение недели идеальный город и вот эта вот утопия город солнца, он может существовать. Люди могут жить без конфликтов, с полным принятием, без денег и какое-то такое здоровое общество, где тебе очень комфортно, уютно и тебе хочется это продолжать. За последние годы Burning Man стал, пожалуй, одним из самых известных местом, куда мечтают попасть люди со всего мира. Но все ли знают, откуда и как появился горящий человек? Burning Man зародился в июне 1986 года, когда два друга Ларри Харви и Джерри Джеймс построили и сожгли небольшую деревянную фигуру человека на пляже Бейкер в Сан-Франциско. Причина сжигания фигуры человека была символическим жестом – прощание с прошлым, концом одного этапа и начало нового. Это вдохновляло людей на размышления о самовыражении и освобождении от традиционных ограничений. На первом Бёрне было всего лишь около 20 человек, и никто из них не ожидал, что это перерастет в такое массовое движение. Фигура в то время достигала порядка 3 метров высотой, что по сравнению на сегодняшний момент составляет порядка 12 метров. В 90-м году из-за конфликта с властями Сан-Франциско, которые запретили публичное сожжение на пляже, Харви и его команда были вынуждены искать новое место для мероприятия. Так они и нашли пустыню Блэк-Рок в Неваде, которая предоставила идеальные условия для создания уникального и автономного пространства. Пустыня, благодаря своей изоляции и суровым условиям, предоставила участникам экспериментировать с самовыражением без внешних ограничений. Так это и стало идеальной сценой для Burning Man. Первый год в пустыне в 90-м году на мероприятие приехало порядка 80 человек. Это был первый раз, когда организаторы осознали, что создают не просто временное мероприятие, а целую культуру и сообщество. С годами, по мере роста количества участников, была разработана временная инфраструктура Black Rock City. Она строится каждый год с нуля и полностью следует главному принципу после окончания фестиваля – не оставлять следов. Мы убираем, потому что Burning Man организация называет это MOOP – Matter Out of Place. Во время зимы, вот, где мы находимся, это озеро, в котором живут рыбы и креветки. То есть все, что здесь остается, что не должно здесь быть и не было до нас, токсично для них. То есть цель такая, что все ты подбираешь, и потом, после того, как все уезжают, организация проводит здесь месяца 2-3 с волонтерами, и все вот ходят цепью людей и вот так смотрят, так же, как и мы. И то, что находят, они оценивают каждое место, каждый кемп на то, как они чисто все оставили. Тебе дают категорию зеленый, оранжевый или красный. Если красный, значит много мусора оставили. И на следующий год могут не дать вообще placement, место, или поставят куда-нибудь в дальнее место. То есть чем чище оставляешь свое место, тем
больше шансов хорошее место получить на следующий год. Каждый день здесь просто лучшее, что может быть в Black Rock City, это борщ, невероятно вкусный, поэтому все самые замечательные люди приходят сюда и стоят в очередь за этим борщом. Я пользуюсь случаем, хочу показать наш лагерь, но в первую очередь хочу показать, как выглядит RV, в котором мы спим, вот на Burning Man. Это на самом-то деле, вот слабонервным лучше не смотреть. К чему я? Потому что здесь просто очень много пыли. Вот прям очень много пыли, и она везде. Она просто везде, вот так это все выглядит. Это наша одна из главных організаторів. Я, чесно кажучи, нічого не очікувала, я просто робила те, що відчувала, що я маю щось зробити, а отримала надзвичайну підтримку, команду, друзів, оточення, отримала емоції, колись сльози, колись сміх, колись гордість, колись весь спектр емоцій, який тільки може бути, і це неймовірно, і це ще не кінець Бьорну, я думаю, що далі буде ще крутіше і ще класніше. Burning Man проходит неделю, но многие участники, в особенности те, кто демонстрирует свой арт, кемп и так далее, приезжают пару днями ранее, чтобы успеть все приготовить. Мне посчастливилось не просто потусить, а еще и принять участие в постройке нашего кемпа «Мист», что в переводе с украинского означает «город». Короче, это проходит стройка. Здесь будут тусы, там дальше будет еда. Ну а здесь вот мы живем, и это всего лишь пока что пару ревишек. Остальные подтягиваются сегодня, завтра, короче, в разное время. Вот. На данный момент пока что все время дует пыль, то есть я ловлю удачу и момент, когда ее нет, и просто беру камеру и иду что-то снимать. С дрона, с этой камеры. Это Александр, один из прорабов. Один из людей, которые работали в самом начале. Да. И это был очень крутой экспириенс для нас. Это был первый Burn, и который начался сразу же с постройки. С постройки это то, что некоторые не испытывают, а ты в один момент получил весь спектр эмоций. Ты получил пыль, ты получил дождь, ты получил холод. И потом, когда это все мы построили, это было незабываемое ощущение полноты. Цельной работы, мы не ссорились, у нас были общие моменты, мы друг другу помогали. Это экспириенс на всю жизнь. Этот Burn, который мы хотели бы еще раз повторить. Главной трапезой каждый день был вкуснейший борщ с пампушками, а также голубцы и вареники, которые были приготовлены совместными усилиями Клопотенко Евгением, Марценюком Дмитрием и Пукасенко Игорем, с которым мы, кстати, познакомились в начале видео, и который каждый день кормил всех прихожан нашего кемпа. А людей на минуточку было очень много. Это такая вот маленькая палатка, это кухня, то есть там все кушают, и персонал, и не персонал. И в этом, кстати, прикол Бёрна, то что есть очень много таких кемпов, которые кормят бесплатно. То есть, что здесь есть? Допустим, вы сломали велик, вам его починили. Бесплатно. Есть массаж. Есть вот еда, есть, боже, что здесь есть? Есть чайные церемонии. На самом деле здесь есть все, что есть в реальной жизни, просто оно здесь либо целый день, либо какое-то определенное время. И в основном еда это занимает такой, знаете, как поздний завтрак, где-то так с 10 до 12, либо там с 11 до часу. Затем идет обед и ужин. Очень много тех, кто предлагает еду ночью, потому что все тусуют, и многие проголодались. Помимо вкусной еды и вечеринок, каждый, кто проходил мимо и посещал нас, смог наблюдать арт-инсталляцию «Мотанки», который в колаборації з Олею Рандяк був спеціально создан для Burning Man. Так дуже цікаво, коли зазвичай люди мігрують
І, наприклад, українці там до Америки, до Франції, так? А тут, з чого я розумію, то ви якби народились не в Україні і переїхали в Україну. Так. І цікаво дізнатися, як це сталося і коли це сталося. Окей. Я народилася в Америці. Мої батьки народжені в Україні. Тобто вони емігрували під час Другої світової війни, і вони нас виховували сильними патріотами України. Тобто я ходила в українську школу кожної суботи, і українські табори літі. Так що коли Україна стала вільною в 91-му році, пару років пізніше я вийшла заміж, і ми разом з чоловіком вирішили, що можемо перенестися до Києва, щоб зрозуміти наші коріння глибше, на глибшому сфері. Так що ми перенеслися, думали на рік-два, і залишилися вже майже 30 років і виховували 3 дітей у Києві. Справді, коли почала народжувати дітей, я була психотерапевт по професії. Коли почали родити дітей, я залишилася вдома їх виховувати, і тоді почала творчий процес. Я перше почала шити одяг, дизайн, фешн, дуже любила. А тоді це пішло на тканинні колажі, а тоді на папір, на полотно. А тоді від 2014 році, коли війна почалася, я почала робити ці мотанки в сучасному стилі з гіпсу. Бо для мене це був саме цей матеріал, що ми вживаємо, щоб зцілювати болі, кости, зламані кости. І це було як символічно зцілювати цей біль війни для українців, і щоб старатися українців разом з'єднати. І так що почалися з гіпсу і поволеньки змінили матеріали. І зараз ці, що є на Burning Man, є метал і дерево. Мотанку була групова виставка в G-Gallery в Нью-Йорку. Це Денниса галерея. І він побачив цю мотанку, це може рік назад, і вони мене запросили, щоб показати ці мотанки тут у Burning Man. Я ніколи не була на Burning Man. Кстати, если наш кемп был в первый раз, то одним из долгожителей украинских кемпов на Burning Man является Куренивка. Тут, к слову, свой сет и отыграл Анатолий Топольский. А я, в свою очередь, благодаря нему вспомнил, что такое драм-н-бейс. Мы с тобой встречались, как ехали. Да. Теперь ты выезжаешь. Хоть ты и побрал не весь Бёрн, вопрос к тебе. Что ты ощутил? Я думаю, что не сравнится, эти ощущения не сравнятся ни с какими другими ощущениями от другого фестиваля, от другого, не знаю, какое-то времяпровождения, кемпа. Это что-то иное и несравненное. Это действительно стоит побывать, и по рассказам это не ощутить никак. То есть нужно 100% быть, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ой, пришлось немножко потрудиться как организатору. И за полгода до, и в течение подготовительных уже последних 2 недель. У нас было много зумов, у нас было много встреч. Ведь организовать кемп — это такое нелегкое дело, и надо связываться с организаторами непосредственно Burning Man, а потом плюс все suppliers, которые должны тебе что-то привезти, кто-то генератор, кто-то воду, кто-то сливать должен sewer, канализация. И это все должно проплатиться, должны договориться, все, то есть как бы подписать договора, и это занимает большое количество времени. Но ты справился со всем, правильно? Мы справились, у нас отличная команда. Есть в этой команде Денис, и в этой команде Катя и другие ребята, которые это сделали вообще. Мы провели, я думаю, я не знаю, можно посчитать, там штук 50, наверное, зумов. Не поверите, но по центре пустыни я нашел барбершоп,
И что более всего удивительного, это то, что здесь ни одной души. Здесь полно разных арт-объектов, и где-то хотя бы по одному, по два человека есть. Но на нем, вот честно, меня это удивило. Да, вроде бы банальная тема барбершоп, ничего такого, но увидеть его здесь, по центру пустыни, это тоже своего рода удивительно. Плая – это открытое пространство, на котором проходит основной движ. Сцены с музыкой, арт-объекты и, конечно же, разные передвижные сооружения типа гольф-каров, которые жители и участники привозят с собой. Это место, которое всегда живет и на котором тусят все жители города. Плая ночью – это все то же место, за исключением одного – дневного света. Здесь нету фонарей, и самим светом и являетесь вы. Ночной город прекрасен как минимум тем, что каждый житель города украшает свой байк, свою машину разными огнями. Делается это не только ради красоты, но и для безопасности, чтобы каждый человек был замечен и не поврежден. Плюс все те же объекты, которые вы видите днем, ночью приобретают иной вид. Короче, одно место и два разных состояния. The car was inspired by our friend Justin, whose nickname is the Lantern Guy. He carries around like a cool walking stick with a lantern hanging on it at parties where we go. And it inspired the Lantern car, and it's its third burn. And you know, it's a beacon on the playa. And our friends know where to find us, and we always have a seat and a nice ride. And we give people rides and we give people shade, and it's just a beauty. There's improvements made year over year, you know, more lanterns added, making it more asymmetrical, adding like the rail that goes down the middle on the top for stability, just more features, refining it over time. There's no need to do new cars, just take these great, the great pieces that we already have and keep refining them and just enjoying them as much as possible, you know. Same thing with the clothing that most of us in our camp wear. We recycle our clothing from previous years, and you know, I've had this for all three of my burns, and found this guy, and they just went together perfectly. All I had to do was get a silly tie and a shirt, you know. We don't need new stuff out here. We just need new ideas and to apply the new ideas with the tools we already have. Yeah. Я подумал, что увеличить ваши шансы на понимание того, как это находиться на Burning Man, это сделать небольшую нарезочку кадров с оригинальным звуком. Поэтому следующих пару минут по щелчку пальца мы перенесемся в самое сердце. Раз, два.
Многие из нас знаем, что в октябре 23 года в Израиле произошел большой теракт, где было убито порядка 300 человек. И, собственно говоря, по этой теме на Плае был также организован такой арт-объект с именами всех погибших. Это была довольно интересная инсталляция, где каждый мог прийти, пообщаться с волонтерами, и они бы там рассказали, что к чему и как. Собственно говоря, с одним из них я пообщался. This is the Nova Heaven Festival Memorial Art Installation, and I volunteered. It's 4-hour shifts, and we're here to provide information for people about this art installation and to make sure that no funny business happens. And this art installation is here to memorialize the 405 people that were murdered at the art festival in Israel on October 7th of last year. And all the names behind me are all those individuals. That's what I'm doing here. This is my first time here volunteering with this camp. It's my 4th burn. I was at the rain last year, and it was awesome. I loved it. It made the burn way more intimate, and you couldn't go as far, and it was just something very different than what I had experienced. So I liked it, but I'm very happy with the weather this year. Так как Берн — это, скажем так, такой город будущего, такая утопия, где есть все, здесь также есть свадьбы. И, собственно говоря, сейчас играется свадьба вот друзей. Они решили сыграть эту свадьбу. Вот Лена. Привет, привет. Где твой жених? Вон. Вон жених. Готовится. И сейчас мы будем снимать церемонию. Посмотрим, как это выглядит вот в города Песка, пыли и всего такого. Oh, how easy it's to forget. Still thinking about how we met. Yeah, I'm with you now. Oh, one thing that it's plain to see. The best thing in this life's for free. And that's so true now. And there I was with my world falling apart, hoping just to get by. Without knowing it, I played it by heart, and now I sing. I'm with you.
Но есть и другая романтическая сторона. К примеру, это сделать предложение своей половинке. Так, к примеру, предложение получила Инна от Саши, с чем я их еще раз и поздравляю. Саша с его друзьями нашли меня чисто случайно, от одних людей к другим, к третьим, к четвертым, и в итоге попали на меня. Так и работает энергетика Бёрна, она тут по-своему особенная и мощная. Да. А на какие палы тягается вообще кольцо? Я не знаю. То подкаша. Да. Покажи. А ты скажи, стояла такая, ну когда уже, да? Классно. Сделал не по ее плану. Знаете, очень тяжело выделить какой-то вот один арт-объект, который тебе запомнится, потому что на самом-то деле они все классные, все чем-то запоминаются. Ой, вот на этом карчике, вот честно, не ожидал, что я прокачусь. И это прикольно. Вообще, вы представляете, вот на этом Mad Max проехаться. И у этого чувачка, его зовут Генри, у него, он скульптор. Короче, сейчас с ним пообщаемся, вообще будет очень классно. The first one I did in 2012, and yeah, every year there, not every year thereafter, you know, they take a few years at least to finish one, you know. One of them took 4 or 5 years. One of them still not finished. I mean, it drives and everything, but it's not finished as far as I'm still planning on. I have ideas for adding on to it for aesthetic reasons, not functional reasons. And this is in the second year of at least 4 years that we have planned. I started building bicycles actually, and then after 3 bikes, that was too repetitive for me because bikes are all very similar. And then I went into building furniture, and then I just started doing kinetic sculpture. And I had an electronic music band, and we built these sculptures that were instruments. And then I got into cars, and the cars kind of took over my life after 2012. So, yeah. Да, я вам хочу сказать, что вот эта лошадь, это не просто лошадь, это какой-то зверь, бык, и вообще все, что может быть. Потому что когда он заводится, во-первых, крутые безумно проекты. И круто было прокатиться на этой машине. Я считаю, что этот экспонат один из самых крутых на Burning Man. Они, конечно, все, безусловно, крутые, все разные, все в таком духе, но я впечатлен, потому что работа занимает просто не год, не месяца, а годы. И этот труд, он заслуживает уважения. И что самое интересное, что найти алкоголь проще простого.
Тяжело было, знаете, не заметить и такой арт-объект, как 3 огромные планеты. Это Луна, Марс и Земля. Они реально большие, они как и ночью, так и днем очень сильно заметные, очень притягивают людей. И мне посчастливилось также познакомиться с одним из главных архитекторов и дизайнеров этого проекта, причем он не в первый раз на Burning Man, и с этим арт-объектом он не в первый раз. Вот, его зовут Карл. Well, it's a Mars, Moon, and Earth created by, it's a hot air balloon company. They come up with technique to project the images on a the canvas, and Mars, Moon, and Earth. It's basically NASA imaging, to put on. It's really accurate stuff. So. How long time you building this? Well, it's take like 6-7 months to sew it together, but I have it for 2 years. Well, I had it here last year on the burn, Yeah, and it was different or the same? No, same thing, It's pretty much the same stuff. People love it, It's 10 meter tall and 10 meter diameter, so 30 feet US. I'm fine. Мне, конечно, не понять всех, и на счастье, я хочу сказать так, не понять всего того пережитого, что сейчас происходит, потому что я уехал давно из Украины, и я это могу знать только по рассказам своих родителей, разных знакомых, друзей и непосредственно от ребят, которые обо всем об этом рассказывали. Но даже понимая так, слезы не могли не наворачиваться, особенности, когда я играл на Анатолий Топольский свой утренний сет со словами украинских людей, которые рассказывают, как они, и они говорили «I'm fine». I'm fine. You know how they say that a boring person is the one who, when asked, "How are you?" starts telling you how they actually are. And so the interesting person would just say, "I'm fine," which allegedly would be a lie. But what if it's not? What if that Як ви I'm прийшли fine до for цього? a person who is clearly Минулого року ми ж вже робили арт, це був Фенікс, і ми після нього витратили, думаю, місяця 3. it doesn't mean they stopped caring. Давай ні, десь 2,5 місяці в нас пішло на те, щоб придумати 2 концепти, які ми готові від свого імені вести на Burn. Оце один із них. Є ще другий, який не, скажімо так, ми не знайшли фінансування, але, можливо, якийсь наступних років ми його зробимо в тій чи іншій формі. І ми, як би це сказати, ми довго шукали, тобто ми кілька місяців все шукали, потім знайшли, зрозуміло, що ці 2 ідеї ми віримо, і далі просто стали шукати гроші. В якийсь момент ми зрозуміли, що ми їх не знайдемо, і вже якби так на це забили, і потім різко з'являється грантодавець, який каже, треба зробити, взагалі, хочемо, робимо. Ми кажемо, окей, ось 2 концепти.
приблизна ціна одного, приблизна ціна іншого. Зараз я розумію, що ми прям по цінам сильно не вгадали. Ну, в плані, що це вийшло значно дорожче. Але нічого, так це було. Тобто це було кілька таких спринтів. Спринт перший – пошук ідеї, потім спринт другий – пошук грошей, ми їх не знайшли, потім гроші прийшли самі. І був третій спринт, бо по факту ми почали робити цю скульптуру за гроші моєї організації. Ukrainian Witness, яка взагалі займається журналістикою, ми почали робити за їх гроші, тому що ми розуміли, що якщо ми будемо чекати підписання договору, ми просто не встигнемо з продакшн. І далі був це був прям спринт, я не знаю, там дуже мало спав і дуже багато їв заспокійливих, тому що у нас було менше місяця, щоб з нуля зробити оце. Запакувати в контейнери, правильним там обшити сертифікованим в Америці деревом, зробити, щоб з цих контейнерів його любий вилковий погрузчик міг дістати, засунути. І от таким чином воно в результаті приїхало сюди. Але оцей місяць, коли ми його створювали, і там ці 3-4 дні, коли ми його збирали, це був прям, ти знаєш, ти там ввечері лягаєш спати і ти не пам'ятаєш, що робив зранку. Це прям нам дуже пощастило. Мені взагалі дуже пощастило з кількома друзями, зокрема з Женєю Жуковим, це генерал, голова патрульної поліції, і Сергій Січевський, це там людина, яка займається протиповітряною обороною на півдні. От вони змогли зібрати дуже багато матеріалу, якби абсолютно безкоштовно, абсолютно просто тому, що вони вважали, що це має статись, ми маємо це зробити. І вони допомогли нам більше, ніж люди, які там значно вищі за них по посадам, по можливостям, по всьому. Тому, я вважаю, мені просто супер пощастило і з друзями, і з підписниками, і з усіма, хто до цього долучився. І дуже сильно пощастило, що ми вчасно почали набір в команду, тому що на момент, коли ми зібрали команду, а команду мене збирали публічно, для мене дуже важливо було, щоб люди, які дуже хочуть, для яких Burning Man супер важливий, мали можливість через мене сюди потрапити в складі цієї команди. І через це я дав таку можливість, ми зібрали абсолютно екстраординарних людей, дуже різних. Для мене це дуже важливо, я дуже люблю, коли супер дайверс колективи. І оці люди, на момент, коли вже основне ядро команди було виснажене, ці люди прийшли з новою енергією і дуже сильно підхопили і потягнули цей проект вперед. Почали думати якийсь, власне, винести стейтмент, що ми можемо сказати, тому що це не... Ми не мали за мету приїхати сюди або там класно відпочивати. Ми показуємо трохи нашого контексту і заодно дізнаємося трохи світового контексту, який допоможе нам у цій війні. І тут такий контекст, що це повідомлення, воно зрозуміле американцям. Це ми пишемо, як ти, коли хвилюємось. Ті, хто відповідають в порядку або якось іншим коротеньким чином. І винести в цей момент того, що люди не здаються, не хочуть і не будуть, на загал ми хотіли, а також дати побачити сам масштаб і саму масивність цієї війни, тому що картинка одного місця, одної фотографії, навіть розбомбленого міста з дрону, яка є в мобільному телефоні у людини, вона пролітає, за нею пролітає реклама товару, і за нею наступний заголовок. Цю штуку люди помацають, і це досвід, і емоційний досвід. Він набагато інтенсивніший, ніж новини, на жаль. Приходиться говорити через мистецтво. Я б хотів щось інше робити. Я сумую за дітьми, як я. Я сумую за дітьми, а так все нормально. Сегодня суббота, сегодня сжигают Мэна, и я решил оставить Мэна и
Темпл на последние дни. И вот, к сожалению, на Мэна я не успел попасть именно днем, зайти туда, показать, что как выглядит, потому что сейчас уже началось вот приготовление к сжиганию его, и, к сожалению, уже на территорию туда не попаду. Черт, это так обидно с одной стороны, но так вышло, потому что, опять же, Бёрн — это такая тема, что ты каждый день можешь попадаться на что-то одно, а вообще можешь не увидеть того, что на самом-то деле есть. Поэтому есть как есть, благо я увидел его издалека хотя бы. Ну, вчера ночью еще зашел, но ночью съемки, соответственно, особо не было никакой. Вот, поэтому будем смотреть сжигание и будем, возможно, уже думать как-то насчет нового Мэна, Burning Мэна в 25-м году. Поглядим. Вот, но главное успеть попасть в Темпл, потому что Темпл очень-очень важно. В конце Бёрна 2 последних дня – это прощальные дни, и в конце каждого из них происходит своя отдельная церемония. В первый день сжигает Мэна, под громкий звук музыки, крики радости людей – это прям отдельное шоу. Во второй же, уже в совершенно другом облике, в полном молчании, наблюдает, как сжигают Темпл. Абсолютно 2 разных состояния, которые ты проживаешь. И, наверное, горящий Темпл — это какая-то пауза в твоей жизни, в момент которого ты смотришь, медитируешь и просто благодаришь за то, что у тебя есть жизнь. Сегодня воскресенье, 1 сентября, и сегодня сжигают последний арт-объект, это храм. И так получилось, что я в него тоже не попал. Вчера, когда я узнавал внутри у ребят, которые там работают, они сказали, что он закрывается в 12. Сегодня пришел в 7:10, и мне сказали, что он закрывается в 7 утра. Я просто не успел на каких-то 20 минут, чтобы зайти внутрь и посидеть там. И, как говорится, побыть собой. Поэтому я это сделал на территории уже за воротами. Я оставил в качестве атрибута кофту, тетрадь и эмоции, мысли, которые были в этот момент здесь. Я повесил на забор, и это благополучно сгорит. Как и сгорят многие слезы, много то, что прожили люди. Сюда люди специально приезжают с фотографиями умерших друзей, знакомых, родных и близких. Они оставляют это все тут. И надеюсь, это помогает многим людям. Тяжело сейчас что-то говорить на самом деле, потому что какое-то состояние такое, знаете,
ну не то чтобы тупника, а какого-то такого частичной непонятности. Я вырвал нашего шефа, нашего повара, который кормил постоянно людей. Он реально вот был постоянно забитый графиком. И вот в последний день мне получилось его вырвать. Да, Игорь? Ты ж вот очень занятой, верно? Да, я очень занят. Все. За эти дни. Вопрос-ответ? Вопрос-ответ. Как дела? Очень сильно устал, понятным языком. Очень сильно, но это при усталости. Я мечтал о Бёрне 5 лет. Приехал сюда и получил просто все, что я хотел. Самое главное, что я здесь получил, это то, что люди здесь не скрывают свою личность, не скрывают такие, какие они есть. И в этом, наверное, есть что-то. Ну да, потому что ты здесь, здесь все равно ты ходишь голый. Да, здесь никто здесь нет этих рамок, типа. А вот только что я подошел к ребятам, спросил там за темпл, лежат себе спокойненько, голенькие, ну и ты уже относишься к этому, ну, норм, типа, ты не смотришь, ой, сиськи там, там жоп, ну вообще, типа, ну, лишь отдыхаешь, кайфуй, все окей. Ну да, здесь все такие ходят на вайбике, все такое ля-ля-ля, но на самом деле ты подойдешь вот к любому. Вот даже сейчас будут проезжать люди, я скажу, давайте я с вами обнимусь, и они скажут, да, давай. Ну, можем протестировать? Можем протестировать. Да, ну, вот сейчас как раз. Вот, пока они вот подъезжают. едут девочки. Ага. И мальчик. 3 девочки. 2 девочки. 3 девочки. Hey girls. I'm sorry. Can I give you a hug, please? Yeah, of course. Yeah? Come. Oh, thank you. Thank you very much. You're so beautiful, girls. That was great. How was your bird? Nice. Правда. А знаете, почему правда? Я записываю эти кадры и вспоминаю этот фестиваль. И эти воспоминания очень яркие, классные. И мне очень тяжело понять, как сейчас я вот после таких классных недель сяду в трак и буду снова ездить. Но речь не об этом, речь про Burning Man. И про то, что там ты частично и обретаешь себя, знаете, потому что все люди там стараются быть собой. Там нет каких-то ограничений, нету скованности, нет предвзятости, нету людей, которые тебя будут осуждать за что-то. Там нет людей, которые будут на тебя криво смотреть. Чем глупее ты выглядишь в обычной жизни,
тем прикольнее ты выглядишь на Burning Man. Но что такое глупость в обычном мире? Это просто то, что мы сами для себя решили. Там такого нету. И это место действительно показывает это. Ты это чувствуешь. Ты волей-неволей, то, что для тебя глупо в обычной жизни, там для тебя становится не глупым. Ты просто как-то с этим сливаешься, и эта атмосфера тебя накрывает. И ты просто как будто вау, реально, так оно и есть. Поэтому, подытожив все это и все то, что было, все то, что я сказал, показал, я скажу так, что есть места, которые, я считаю, должен увидеть каждый человек. Есть вещи, которые должен делать каждый человек. И не ограничиваться тем, что нам когда-то как-то говорили, что ты должен завести семью, вырастить дерево, построить дом. И якобы все. Нет. У нас есть большая планета, на которой мы живем, где живут разные люди, где разная история, разные интересности, много всего крутого и классного. И как это можно упускать из виду, не увидев это, не услышав, не прочувствовав? Burning Man — это один из тех моментов, которые, я считаю, должен посмотреть каждый. Вне зависимости, любите вы фестивалите или не любите. Я не пью, не курю, не хожу на вечеринки. Я абсолютно трезвый, провисел 10 дней в пустыне. И офигеть, как кайфанул. Представляете, что может быть с вами, если вы любите ходить на вечеринки и любите выпивать? Можно только догадываться, но лучше попробовать, поэтому старайтесь попасть туда, да и вообще путешествуйте. Это крутая тема. Пока. Просто выезжаем и ни черта не видно. Вот это вот максимум. Короче, вот реально вот как мы заезжали, вот так же мы и выезжаем. Жесть. Каждый второй человек, с которым я здесь общался, на удивление огромнейшее, он был одессит. И почему бы не придумать свой кемп Ясанал? Да, просто это было очень прикольно собрать всех одесситов и сделать там
Сосиски. Знаешь, какие-то бычков навести. Дай, Прям пожалуйста, одежда по-вегански. да. И что ты по-вегану мне сделаешь? Бро, обязательно. Прости, в этот раз я был уставший. Шоколадку Честно, сверху шел. честно, я был очень сильно уставший. Да, всё нормально. Я скажу так, я был один, и мне было тяжко. На следующий год я буду себе брать смены и буду им давать задания, чтобы они делали, а я тебе буду лично стоять и готовить. Вот оно.